Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. После вступления в антикоррупционный комитет министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова команда Никиты Михалкова обратила свое внимание не только на преступные элементы российского шоу-бизнеса, но и на вышестоящие эшелоны власти, в частности на депутатов Госдумы. По мнению сотрудников антикоррупционного комитета, многие депутаты выполняют свою работу неудовлетворительно, но получают за это баснословные деньги. В связи с этим Организация по борьбе с преступностью и коррупцией приняла решение начать проверку имущества, недвижимости и финансовых счетов депутатов Госдумы. Однако каково же было удивление антикоррупционного комитета, когда появилась информация, что сын известного певца Олега Газманова Родион, который обвиняется в особо тяжких преступлениях, подал пакет документов для участия в голосовании. Он собирается баллотироваться на пост депутата Мосгордумы и уже начал избирательную кампанию. Более того, Родион Газманов считает себя очень талантливым певцом и собирается открыть сеть музыкальных школ на территории Российской Федерации, а также подал заявку для участия в музыкальном международном конкурсе. Узнав о подобном беззаконии и несправедливости, антикоррупционный комитет жестко поставил на место Родиона Газманова. В частности, глава антикоррупционного комитета Никита Михалков назвал его полной бездарностью и заявил, что Родион Газманов пытается выбиться в люди только за счет своего отца. Также Никита Сергеевич подчеркнул, что если депутатами будут становиться люди, подобные Родиону Газманову, то Россию ожидает полный крах. Заместитель команды Никиты Михалкова, министр обороны Андрей Белоусов, заявил еще жестче. Он отметил, что Родион Газманов не смог бы подать заявку в депутаты без помощи своего отца. Поэтому на предмет коррупции надо проверить не только Родиона, но и его отца Олега Михайловича Газманова. К слову сказать, что за последние 3 года Родион Газманов был замешан в 2 крупных криминальных скандалах. Еще летом 2021 года сына Олега Газманова арестовывали по причине преступной деятельности в компании «Быстрые деньги». Родион Газманов выдавал российскому населению денежные средства под колоссальные проценты и не соблюдал правил возвращения долга. Ну а в начале этого года произошла и вовсе настоящая криминальная драма. В январе 2024 года во время антикоррупционной проверки в городе Калининграде у сына Олега Газманова была обнаружена сеть незаконных подпольных казино не только в городе Калининграде, но и на территории всей Российской Федерации. Проверку осуществляли члены антикоррупционного комитета Вячеслав Добрынин и Ирина Муравьева. Когда известные артисты уже заканчивали антикоррупционную проверку, произошло непредвиденное событие. В гостинице города Калининграда, где они остановились, на них напали неизвестные преступники. Позже оказалось, что они связаны с Родионом Газмановым и имеют прямое отношение к незаконным подпольным казино. Однако семье Олега Газманова после чрезвычайного происшествия вновь удалось уйти от ответственности при помощи своего могущественного друга, пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Дмитрия Пескова. Однако на этот раз все достаточно серьезно. Никита Михалков жестко обозначил свою позицию по поводу данного происшествия. Цитата: «Убирайся вон, бездарность! Твое место не в депутатах и не на музыкальной сцене, а в тюремной камере», жестко заявил Никита Сергеевич Михалков. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым готовится возбудить уголовное дело против президента Башкирии Радия Хабирова. Причиной для этого стали многочисленные правонарушения со стороны главы республики, среди которых получение денежных взяток, злоупотребление властью
властью и ведения незаконной коммерческой деятельности. Антикоррупционный комитет оштрафовал певицу Ольгу Бузову на 1 миллион рублей. Чрезвычайное событие произошло в День защиты детей в городе Уфа, где Ольга Бузова в честь праздника выступила с музыкальным концертом. Стало известно, что Ольга Бузова своим внешним видом шокировала зрителей концерта. Она появилась на выступлении в неприличном виде, в коротких шортах и в сапогах выше колена. Заместитель антикоррупционного комитета, известный актер Александр Домогаров, предложил уменьшить зарплату депутатам. По мнению Александра Юрьевича, депутаты должны находиться в равном положении со своими избирателями и не выделяться на их фоне своими баснословными зарплатами. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает о трагическом событии в мире шоу-бизнеса. Сегодня утром дочь известной певицы 90-х годов Ирины Салтыковой серьезно пострадала от удара током. Трагедия произошла в музыкальной студии. На данный момент состояние дочери артистки диагностируется как тяжелое. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.